Как и многие другие юниоры, начинающие переход в профессиональный теннис, Роджер играл и в юниорских турнирах, и на низких уровнях ATP тура. Следующие турниры также проходили на родине в Швейцарии, вначале в городке Клостерс-Зернойс на закрытом чемпионате Европы среди юниоров. Восходящая швейцарская звезда в борьбе проиграл полуфинал испанцу Фелисиано Лопесу. Затем в конце августа ему была также предоставлена вайлдкарта на Челленджере в Женеве. И снова поражение 4-6, 6-7 в первом круге от болгарина Арлина Станойчева, 124 в рейтинге. Эти фиаско помогли уяснить Федереру, что в профессиональном теннисе ему противостоят не такие же юнцы, как он, с которыми можно расслабиться по ходу матча, а опытные турнирные бойцы, для которых каждый выигранный матч – это денежное вознаграждение. И это пошло на пользу. В сентябре на Adidas Open в Тулузе швейцарец прошел 3 круга квалификации, а в основной сетке переиграл француза Гийому Рао, 45 в рейтинге, и австралийца Ричарда Фромберга. В четвертьфинале уступил 6-7, 2-6 будущему победителю турнира голландцу Яну Семеринку, 20 в рейтинге ATP. Такое успешное выступление было подкреплено денежным вознаграждением в размере $10 тысяч и перемещением с 878 строчки на 396. В октябре его включают в основную сетку популярного среди профессионалов турнира Davidoff Swiss Indoors в Базеле, как вайлд-карточника. Роджеру был хорошо знаком этот турнир. В свое время мама Линнет плотно занималась его организацией, да и он в 1993 году выполнял обязанности болбоя. К сожалению, жребий сразу же сводит его со вторым сеянным Андре Агаси, на тот момент 8 в рейтинге. Это был его первый матч против игрока из топ-10. Американская топ-звезда выиграл со счетом 6-3, 6-2 и дошел до финала, который уступил англичанину Тиму Хенману. После Базеля Федерер решил искать мотивацию в Кюблесе, первый турнир в швейцарской отборочной серии. В первом круге он вышел против швейцарца с низким рейтингом. В первом сете проиграл на тайбрейке. В начале второго у него сдали нервы. Он начал без усердия отбивать мячи, ругаясь на всех и вся, и по большей части промахиваясь. Он также совершил несколько апатичных двойных ошибок. На это обратил внимание рефери турнира Клаудио Греттер, в результате чего швейцарца оштрафовали за нежелание прилагать максимум усилий, как предписывает кодекс поведения теннисиста, на $100, что на $13 превышал размер призовых, полагающихся проигравшим в первом круге. Тот матч Федерер проиграл со счетом 6-7, 2-6. На следующий день швейцарская ежедневная многотиражка Блик раскритиковала его поведение и поиздевалась над ним, и все же он с его приятелем Ивом Аллегро выиграли в парном разряде на этом турнире, затем победил в следующем одиночном турнире и вышел в финал последнего турнира, став первым в турнирной таблице после 4 недель. У Федерера в этом году цель закончить сезон чемпионом мира среди юниоров, а для этого необходимо было успешно выступить в 3 оставшихся юниорских турнирах, проходивших в США. Началось все не совсем удачно. Он проиграл в 3-м круге в Брадентоне французу Эрику Прадону, однако затем выиграл 2 матча на командном турнире Sunshine Cup в Кибискейне, Майами. И последним турниром стал Orange Bowl в том же Кибискейне, самый престижный юниорский турнир после, конечно же, больших шлемов. В этом американском путешествии Федерер сделал то, что шокировало его родителей и многих других знавших его людей. Он перекрасился в блондина. Пройдя предварительные круги, в полуфинале и финале были повергнуты аргентинцы Давид Налбандян и Гильермо Кория 7-5, 6-3. Причем перед четвертьфиналом его баловство на тренировке закончилось вывихом голеностопа, и ему пришлось играть в тугом бандаже через боль. После этой победы Роджер стал лидером в мировом рейтинге юниоров.
Таким образом, сезон 98 года Федерер закончил на вершине юниорского рейтинга ATF и 301-й ракеткой ATP. 99 год. В феврале он неплохо обозначился на турнире в Роттердаме, Голландия. Выиграл 2 матча квалификации и 2 в основной сетке, в которой в первом круге проявил спортивный характер и отыграл 2 матчбола у француза Гийома Рао и выиграл со счетом 6-7, 7-5, 7-6. В четвертьфинале ему противостоял Евгений Кафельников, вторая ракетка планеты. Перед матчем Роджер разволновался и первый сет провел очень скованно, как говорят спортсмены, поймал мандраж, но затем заиграл свою игру, выиграл второй сет и в третьем вел 3-1. Казалось, что назревала сенсация, однако опыт и собранность россиянина позволили вырвать ему победу со счетом 1-6, 7-5, 4-6. Проигрыш швейцарца был достойным, так как россиянин выиграл и турнир. После этого выступления ATP позиционировала его 129-й в рейтинге. Капитан национальной команды Кубка Дэвиса включил Роджера в состав команды, и 2 апреля он впервые вышел на корт защищать национальные цвета, первый круг мировой группы против команды Италии. В первом матче Федерер победил первого номера Италии Давида Сангинетти со счетом 6-4, 6-7, 6-3, 6-4. Для молодого швейцарца этот матч стал первым в пятисетовом формате. Второй матч он проиграл, так как не имел значения. Швейцарцы вели со счетом 3-0. С 16 по 18 июля состоялся следующий кубковый матч. Четвертьфинал с Бельгией в Брюсселе. Федерер проиграл оба одиночных матча Кристофу Ван Гарси 146 и Ксавье Малису 111. Бельгийцы праздновали победу со счетом 3-2. 25 мая Федерер дебютировал на Ролан-Гаррос как вайлд-карточник. В первом круге он встречался с Патриком Рафтером, третий в рейтинге ATP, на тот момент, конечно же. Первый сет остался за Роджером 7-5. 26-летний австралиец разозлился, что его обыгрывает какой-то юнец, и со слов Рафтера решил надрать ему задницу. Во втором сете он сделал ранний брейк, и его молодой визави психологически сломался. В итоге получился разгромный счет 5-7, 6-3, 6-0, 6-2. Когда на пресс-конференции Роджера спросили, чего ему не хватает для побед над такими игроками, как Рафтер, он ответил: «Мне просто нужно время, чтобы созреть». Патрик, в свою очередь, журналистам охарактеризовал своего молодого соперника следующим образом: «Этот мальчишка меня очень впечатлил. Если он будет упорно работать и профессионально относиться к делу, то может стать высококлассным теннисистом». А спортивная газета, освещавшая турнир, предвещала: этот юноша может стать одним из тех, кто будет формировать теннис следующего десятилетия. Далее состоялись 3 турнира на травяных кортах, предшествующих Уимблдону. Из них наилучшим достижением явился полуфинал на Сурбитон в Лондоне, в котором швейцарец уступил Саргису Саргисяну 75-му из Армении 7-6, 3-6, 6-7. И, наконец, Уимблдон, имеющий самые радужные воспоминания по прошлогоднему юниорскому выступлению. Во взрослом дебюте Федерер, 103-й, попадает в основную сетку, тоже благодаря вайлдкарте, и встречается в первом круге с чехом Иржи Новаком. Первая половина матча за Роджером, он ведет 2-1, но дальше у него не хватило опыта. В пятом сете он не реализовал 8 брейкпоинтов. В итоге 3-6, 6-3, 6-4, 3-6, 4-6. Если проанализировать его выступление в 1999 году, то окажется, что лучше молодой Роджер Федерер выступал на закрытых кортах. Но как бы то ни было, 18-летний Роджер Федерер в целом сотворил настоящую сенсацию, совершив рывок с 302-й позиции ATP на 64-ю, принявшей участие в 26
турнирах, да и заработал, как для новичка ATP тура, очень неплохие призовые – 224 тысячи долларов. «Я никогда не думал, что так быстро поднимусь в рейтинге», – рассказывал Федерер. Целью сезона было достичь топ-200. 2000 год. Федерер с Питом Картером перед Australian Open прилетели на зеленый континент в канун Нового года. Хотя первый по календарю турнир Большого шлема начинался через 3 недели, почему так преждевременно, спросите вы? Во-первых, молодому игроку нужна была акклиматизация из зимы в жаркое лето и привыкание к другому часовому поясу, плюс 9 часов. Во-вторых, и, пожалуй, этот аргумент был основным, Питеру хотелось побольше погостить у родителей в Аделаиде, Южной Австралии, и встретить с ними Новый год, а также познакомить со своим перспективным учеником. Вначале Федерер принимает участие на 2 турнирах в Аделаиде и в Окленде, но на ранних стадиях покидает турнир. 18 января он дебютирует на Australian Open в Мельбурне и начал с побед над именитым американцем Майклом Чангом и спортсменом из Словакии, но в 3-м круге терпит поражение от Арно Климана. Февраль оказался насыщенным и обнадеживающим. В начале, в рамках Кубка Дэвиса, первый круг мировой группы, как лидер команды Роджер берет верх над австралийцем Марком Филиппусисом и в паре с Лоренцо Монтою. Но в 3-й день уступает Лейтону Хьюиту 2-6, 6-3, 6-7, 1-6. Для 2 добытых швейцарцами побед было недостаточно для выхода в следующий круг соревнований. Затем в Марселе по пути к финалу Федерер, 67-й на тот момент, обыгрывает таких турнирных бойцов, как Томас Йоханссон, Иван Любичич, Фабрис Санторо. 13 февраля в решающем матче встретились 2 соотечественника – Роджер Федерер и Марк Россе, который уже был двукратным победителем этого турнира. Карьера старшего на 11 лет Россе постепенно шла на спад, и в рейтинге он был на 10 пунктов ниже Роджера, но в опыте превосходил начинающего профессионала. Роджер показал яркую игру в первом сете, второй сет уступил, проиграв 1 гейм на своей подаче. В решающем сете при счете 4-5 Федерер отыграл 3 матчбола, 3 виннерсами с бэкхенда по линии и довел счет до тайбрейка, но в 13-м гейме двухметровому женевцу очень помогла подача. В итоге 2-6, 6-3, 7-6 и 14-й титул в карьере Росси. Впоследствии Марк вспоминал, что Роджер, плача, заявил: «Это мой первый финал, и я, наверное, больше никогда не стану финалистом». На что старший ответил: «Не расстраивайся, я взял этот матч, но ты выиграешь все остальные». Через 12 дней после финала в Марселе с Росси история почти в точности повторилась в Лондоне, но теперь на стадии четвертьфинала. Федерер опять выигрывает первый сет у многоопытного земляка, но проигрывает матч 6-3, 4-6, 4-6. На этом турнире Роджер взял верх над опытным Николасом Кифером и хорватской затухающей звездой Гораном Иванишевичем. Мартовские и апрельские выступления в Индиан Уэлсе, Майами, Монте-Карло и Барселоне оказались провальными. Особенно ощутимым было поражение в первом круге Торнео года в Барселоне от 29-летнего испанца Серхио Бругеры, который хотя и был двукратным победителем Ролан Гаррос, но на тот момент занимал 249-ю позицию рейтинга ATP и был включен в основную турнирную сетку по Wildcard. Позже Роджер вспоминал: «Я проиграл 6-1, 6-1. Неделя ранее он проиграл 6-0, 6-0 Себастьяну Гражану в Касабланке. Я вышел на корт без всякого уважения к нему. Я был уверен, что легко переиграю его, но это был чемпион Ролан Гаррос. Я недооценил его. Запаниковал, а потом не знал, что делать. В результате это поражение является худшим за всю его карьеру». Кризис продолжился и в мае. Первые матчи на серии мастерсах Гамбург и Рим были проиграны, но на Ролан Гаррос
Темная полоса наконец закончилась. Федерер одержал первую победу на грунте, обыграв Уэйна Артюса, который был на 106-й позиции в рейтинге. Следующим соперником был Гэмбилл, 69-й. Победа над американцем в 3 сетах вывела его по турнирной сетке на соотечественника. Матч между старыми знакомыми продолжался 4 часа 25 минут. Это позволило начинающим профессионалам впервые выйти в 4-й круг турнира Большого шлема, да еще на нелюбимом покрытии. Несмотря на то, что его соперники были ниже по рейтингу, это было большое достижение. В следующем матче уставший швейцарец проиграл одному из лучших грунтовиков того времени, испанцу Алексу Каретхи, ныне аналитик Евроспорта. Подготовка к Уимблдону на травяных кортах началась с турнира в Галле. Федерер взял реванш у своих обидчиков Арно Климана и Магнуса Ларсона, но проиграл Майклу Чангу. Турнир в Ноттингеме сразу же закончился для Федерера поражением от Фромберга. В первом круге Уимблдона в напряженной борьбе Федерер проиграл экс-первой ракетки мира Евгению Кафельникову со счетом 5-7, 5-7, 6-7. Федерер, приехавший на Олимпиаду под 36-м номером в рейтинге, одержал 4 победы. В олимпийском полуфинале Роджеру противостоял Томми Хаас. Это была его первая встреча с 22-летним немцем, который на 12 рейтинговых номеров был ниже. Победа оценивалась как минимум серебряной медалью. Огромное желание войти в историю в качестве призера Олимпиады сыграло не на пользу юному теннисисту. С самого начала матча он стал играть скованно, отбивать мячи аккуратно, стараясь не допускать ошибок. И такой пассивностью воспользовался более опытный Хаас. Победа досталась ему легко, 6-3, 6-2, но оставалась надежда на бронзу. Претендентом ее был Арно Ди Паскале из Франции, который, как и Роджер, начал играть в профессиональном туре с 1998 года и имел 2 титула. Первый сет дошел до тайбрейка, в котором Роджер повел 3-0, но проиграл со счетом 5-7. Во втором уже швейцарцу сопутствует удача на тайбрейке. В решающем сете Федерер взял подачу, у которого начались судороги, и повел 2-1, но француз уверенно провел концовку матча и выиграл со счетом 7-6, 6-7, 6-3. Учитывая ход матча, я не имел права проигрывать, сказал еле сдерживающий слезы будущий кумир миллионов. Я очень хотел оказаться на пьедестале почета, но теперь мне нечего отвезти домой, кроме гордости. За сезон 2000 года Роджер за свои выступления в ATP-туре заработал 624 тысячи долларов и занял 30-ю строчку в рейтинге ATP, но ежели сравнивать его со старшим на 5 месяцев Лейтоном Хьюитом, то тот в середине мая вошел в топ-10 и год закончил на 7-й строчке. С начала профессиональной карьеры имел 6 титулов, и 4 из них в 2000-м. Кроме отсутствия титулов, швейцарец еще не приобрел стабильности выступления и физической выносливости, что станет характерным для него в недалеком будущем. Статистика 2000 года такова. Из 26 сыгранных турниров Федерер в 14 проиграл в первом круге и в 5 во втором. Февральские выступления оставили самые приятные воспоминания в его недавно начавшейся профессиональной карьере на турнире Милана Индурс. По пути к финалу он одолел Райана Шутлера, Горна Иванишевича, Евгения Кафельникова, но и в финале ему встретился француз Жюльен Ботте, занимающий 67-ю строчку рейтинга ATP, имеющего на тот момент всего 3 победы на челленджерах. Тем не менее, справиться с волнением Роджеру было непросто, и едва не упустил игру из своих рук, проиграв упорный тайбрейк второго сета, но выиграл третий со счетом 6-4, 6-7, 6-4. Матч продолжался 2 часа 17 минут. Присутствующие родители были в восторге.
И вот наступил черед Уимблдона. Если помните, в первых двух взрослых турнирах Федерер вылетал в первом же круге. Сейчас он находился в своей лучшей форме и без напряжения проходит бельгийца Кристофера Рохуса, старшего брата Оливье Рохуса, с которым швейцарец в 98-м выиграл парный юниорский Уимблдон. Это была его первая победа на мейджорах. Но следующий бельгиец Ксавье Малис оказался очень неуступчивым. Выигрывая 2-0, Роджер расслабился, чем воспользовался бельгиец и восстановил равновесие. В решающем сете Малис сделал брейк и вел в счете. Однако после того, как был наказан очком за оскорбление линейного судьи, потерял психическую уравновешенность и в итоге проиграл. В третьем круге Федереру не просто далась победа над Бьоркманом. И 3 июля швейцарец впервые вышел на знаменитый центральный корт. Правда, такой чести удостоился не он, а его соперник, семикратный и действующий победитель Уимблдона Пит Сампрас, который до этого момента выиграл уже 13 турниров Большого шлема и побеждал на кортах всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета в 31 матче подряд. В преддверии матча букмекерские конторы были завалены ставками, причем отдавались предпочтение младшему на 10 лет швейцарцу. Восходящая звезда тоже был настроен по-боевому. Я буду играть не для того, чтобы выиграть сет или просто сохранить лицо. Я буду играть на победу, говорил Федерер. Перед непосредственным началом матча Федерер жутко нервничал, руки были холодные, потные, но как только началась игра, я перестал думать, с кем играю, и все пошло как на автомате. Матч продолжался 3 часа 41 минуту и заканчивает игру эффективным форхендом на вылет при приеме подачи. Судья из Швеции Мухаммед Лаяни объявляет гейм-сет и матч со счетом 7-6, 5-7, 6-4, 6-7, 7-5 выиграл Роджер Федерер. Победа Федерера произвела настоящую бурю в СМИ. Отметьте день 2 июля 2001 года в своих календарях, советовала Таймс. С этого момента на Уимблдоне все будет по-новому. Пит Пистолет был обезоружен. Федерер провел свой лучший матч в жизни. Он сломил не только игру Сампраса, но и его волю. В следующем круге Роджер встречался с любимчиком британцем Хенманом. Теперь трибуны уже болели не за него. Играл Роджер неплохо, но в ответственные моменты у него не хватало чуть-чуть собранности и везения на тайбрейках. В результате победа британца со счетом 7-5, 7-6, 2-6, 7-6. Вернувшись домой, Федерер, уже находящийся на 14-й строчке рейтинга ATP, принял участие на турнире в Гштаде, хотя из-за травмы, полученной в Лондоне, играть не хотел, но организаторы земляка уговорили и в первый же день сразу проиграл Ивану Любичичу 2-6, 3-6. Однако в паре с Маратом Сафиным добыл второй свой трофей в парном разряде. После этого он занялся лечением растяжения приводящих мышц бедра и воспаления надкостницы голени, на что ушло 6 недель. Несмотря на достижения, Роджер Федерер в годы своего детства и юности в первую очередь запомнился поклонникам и знатокам тенниса, которые следили за его начинающей карьерой, как ракетометателем и открытым выражением недовольства по поводу некоторых решений судей. Как и многие другие молодые игроки, в том числе и современные, он полагал, что после выплеска эмоций его игра улучшится и принесет победный результат. Позже он признается: я думал, что должен выпускать свою злость, что играю лучше именно тогда, когда даю волю своим чувствам. Теперь-то я понимаю, что вел себя как идиот. На самом деле у меня все получается именно в тот момент, когда я сдерживаю эмоции внутри. На протяжении следующих 2 лет Федереру покорилось еще 8 турниров, однако какой-либо турнир Большого шлема в его коллекции отсутствовал.
Многие специалисты начали поговаривать, что швейцарец исчерпал себя и не способен прогрессировать. Некоторые считали, что его игра даже ухудшилась. Однако Роджер с этими суждениями был не согласен и развеял все сомнения. Начиная с 2003 года блестяще проведенный турнир Уимблдон, 7 побед в 9 финалах, турнир ATP Tour, титул чемпиона на итоговом ATP и второе место в мировом рейтинге заставили скептиков закончить пересуды. Ну а 2004 год стал для швейцарца просто отменным. 3 из 4 турниров Большого шлема покорились Роджеру. В этом же году он реализовал свою детскую мечту, стал первой ракеткой мира. Ну и пожалуй на этой ноте я закругляюсь. Любите теннис, смотрите теннис, пишите в комментариях, о ком сделать следующий выпуск. До новых встреч, друзья!